Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу сделать мастер-класс по вязанию вот этого красивого, очень шикарного джемпера от французских дизайнеров Сезанн. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. В моем мастер-классе будет выбор пряжи, спиц. Мы свяжем с вами образец и сделаем подробные расчеты по вязанию этой модели. Приближаю вам узор. Посмотрите внимательно. Ажурный узор довольно простой, и схема у него очень легкая. Да? Вот это V-образная такая смена, переход от резинки к ажурному узору, я нарисовала отдельную схему. В общем-то, здесь было главное алгоритм вот этот поймать перехода. У меня получается в каждом ряду по одной петле справа и слева мы заменяем резиночку на ажурный узор. Как-то так получилось. Так. Смотрите, еще на что стоит обратить внимание. Горловиночка у нас обвязывается. Здесь, в общем-то, я смотрю, она двумя рядочками вяжется, по-моему, изнаночная гладь. Это вообще, девочки, машинная вязка, как вы понимаете, да? Но мы пытаемся воссоздать в ручном вязании вот эти известные модели наших шикарных дизайнеров французских Сезанн. Поэтому получится немножечко, конечно, вязание спицами будет отличаться от машинного, естественно. Там будет другая плотность, но все же это все-таки шанс связать, повторить за эту прекрасную, шикарную вещь. Своими руками связать. Так, давайте сейчас приступим к выбору пряжи. Для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу Нака Супер Ангора. Турецкая пряжа. Значит, в ее составе 10% мохера, 15% шерсть, 75% премиум акрила. Хорошая, очень мягкая пряжа. Так, теперь по поводу цвета. Цвет вот очень большой цвет. 100 грамм 395 метров. Вот таким образом. Так, и сам наш образец ажурный. В общем, он состоит из двух частей. Джемпер вяжется резиночкой обычной 1 на 1. И далее переходит в ажурную вязку. Схемочка у нас есть этого узорчика. И, в общем-то, как сделать вот этот V-образный такой переход от резинки к нашей красивой ажурной вот этой вставочке, я, в принципе, нарисовала схему отдельную. Получается, от центральной петли мы будем с вами расширять ажурный узор в каждом ряду по одной петле справа и по одной петле слева. Вот с таким ходом. Так, схематично я все это попыталась нарисовать. Все в моем мастер-классе я это подробно покажу. Ну а так, что я хочу сказать. Мягкая мохеровая пряжа, очень мягкая. И немного пушится. Вязать одно удовольствие. Спицы я использовала 3,5 для вязания. И вот что у нас с вами получилось. Вот такой интересный ажурный узорчик. Схема основного узора выглядит вот таким образом. В схеме будет, значит, раппорт 10 петель составлять и 8 рядов. Высоту составляет раппорт.
Так, и что, собственно, еще я хотела подчеркнуть про условное обозначение. Вот эта стрелочка вверх – это 3 лицевые вместе с выделением центральной петли в лицевом ряду, а в изнаночном 3 вместе изнаночной. Вот подковочка – это накид. Ну и вот эти вот по краям 2 элементика – это 2 вместе лицевой, вместе провязанные в лицевом ряду и 2 вместе изнаночные в изнаночном ряду. Вторая клеточка – это лицевая петля. У нас будет использоваться вторая схема. Схема будет перехода. Про условное обозначение вот такой равнобедренный треугольничек. Это у нас 3 вместе лицевой в лицевом ряду и 3 вместе изнаночной в изнаночном ряду. Как это вязать, я показываю в своем мастер-классе. Кружочек – это накид. Ну и вот эти вот прямоугольнички – это 2 вместе лицевой в лицевом ряду и 2 вместе изнаночной в изнаночном ряду. Собственно, вот такие вот условные обозначения на моей схеме, нарисованные от руки. Далее, выкройка. Давайте показываем выкройку. Выкройка составлена на 44, условно 46 размер. Рукав у нас будет с окатом. Обычный классический вариант, да. Ну и, собственно, вот эти красные линии я нарисовала. Это по спинке. У нас смена идет от резинки к ажурному узору, да. На какой высоте я рассказываю в своем описании, которое выложено будет под видео. Сейчас я вам все это покажу. И кроме того, все мои объяснения по поводу попетельного расчета будут, как всегда, в конце видео, после того, как мы свяжем образец. Там мы с вами плотность определяем. Я рассказываю, для чего делать вертикальную плотность, какую роль она играет в вязании. Да? Как сделать скос рукава, расчет тоже у меня подробно я объясняю. То есть все вот эти моменты, сколько петель приходится на горловину, на плечо, как это сделать, как сделать расчеты вот эти все основные. Все у меня очень подробно объясняется в моем мастер-классе, обычно в конце видео. Ну и сейчас про описание. Вот, собственно, это описание, которое я всегда выкладываю под видео. Спицы используют 3,5 при вязании. Общий расход пряжи на этот маленький размер приблизительно 400 грамм. Пряжу вы уже увидели, да? Мохер с небольшим содержанием мохеры и шерсти. Мягкое очень получается полотно. Плотность мы с вами будем определять в процессе вязания. И вот мое описание идет. Почему такое количество петель? В принципе, я все это объясняю в конце видео. Да? Так, и по переду, что смена у нас с вами узоров начинается на высоте 27 сантиметров от планки. Рукавчики у нас вяжутся полностью ажурным узором. Вот. И, в общем-то, очень эффектно вот именно такая разница ажурного узора и резинки, вот это сочетание очень эффектно смотрится. По поводу обвязки горловины столбиком без накидов, здесь я просто предлагаю свой вариант, как бы мне кажется, это будет красиво и нежно смотреться, но вы, конечно же, можете взять спицы и обвязать горловину спицами. Да? Пару рядочков, например, изнаночной глади. По-моему, в оригинале именно так и используется, хотя там машинная вязка. Ну и все, мои хорошие. Давайте приступим с вами к вязанию ажурного узора. Резинку я вязать уж не стала вам показывать. Вы и так ее свяжете 1 на 1. Это одна лицевая и одна изнаночная. Значит, схема, которую мы будем сегодня использовать, выглядит вот таким образом. 10 петель у нас раппорт и 8 рядов в высоту составляет. Небольшой, как видите, раппорт. Узор простой. Вяжется он и выглядит, вот уже 2 раппорта я связала.
Вот таким образом он выглядит. И, девочки, смотрите внимательно. В общем-то, у оригинала основное полотно связано резинкой 1 на 1. И вот эта вот красивая вставка ажурная, которая, в общем-то, вяжется вот этим узором. Можно вязать лицевой гладью, сразу скажу, но я буду придерживаться оригинала. Для образца я набрала 33 петли. У меня будет 2 раппорта и 2 раппорта по центру, и для симметрии, ну как бы один раппорт, третий делится пополам. Такова специфика этого узора. То есть у меня будет 5 петель перед раппортами и 6 петель заканчиваться после всех раппортов. Также и вы в своем вязании будете руководствоваться. Так, хотя у вас так, наверное, может не получиться. Мы тренируемся. Начинаем с кромочной, 2 вместе лицевой, 3 лицевые, 1, 2, 3. Делаем накид, лицевая, накид, снова 3 лицевые, 1, 2, 3. Затем делаем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я первую и вторую петельки меняю местами. У меня первая будет за работой, вторая поверх нее, вот так. И 3 вместе вяжу одной лицевой. Затем опять вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид. Далее снова вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. И опять 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Опять 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид, лицевая, накид. Опять 3 лицевые. 1, 2, 3. И завершает ряд 2 вместе лицевой. И кромочная вяжется изнаночной. Второй ряд вяжем по схеме. Схему будем читать слева направо. Итак, 2 вместе изнаночной, 2 изнаночные, накид, 3 изнаночные, накид, 2 изнаночные. Сейчас будем вязать 3 вместе лицевой, и я покажу, как сделать так, чтобы по лицевой стороне у нас получилось выделение центральной петли. Для этого вот первые, вторые петельки я меняю местами. Первая у меня будет перед работой, вторая за работой. Вот так поменяла местами, я их перекрестила и вяжу 3 вместе изнаночной за передней стенки. Вот так. Затем вяжем опять 2 вместе, 2 изнаночные, накид. Далее идут 3 изнаночные, снова накид, 2 изнаночные и снова 3 вместе изнаночные с выделением центральной петли. Меняем также петельки местами. Первая перед работой, вторая за работой и 3 вместе изнаночные за переднюю стеночку вяжем. Опять 2 изнаночные, накид, 3 изнаночные, накид, 2 изнаночные и заканчиваем раппорт 2 вместе изнаночные. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Так, связали. Теперь третий ряд у нас. Вяжем третий ряд
Первые 2 вместе у нас идут лицевой, лицевая, накид, 2 лицевые, вяжем с вами раппорт, 3 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова лицевая, накид, 2 лицевые, связали 1 раппорт, вяжем 2 раппорт, 3 лицевые снова, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 2 лицевые, связали 2 раппорт и половиночку 3-го раппорта вяжем, 3 лицевые, накид, лицевая и 2 вместе лицевой, кромочная, изнаночная. Итак, 4-й ряд. Схему читаем слева направо. Вяжем 6 петель, значит, перед раппортом, да, 2 вместе изнаночные за, ну я вот вяжу за переднюю стенку, 2 вместе изнаночные, делаем накид. Далее 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. И начинается наш раппорт, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Делаем накид, снова 3 вместе изнаночной, меняем местами 1-ю, 2-ю петельку, 1-я перед работой, 2-я за работой, 3 вместе изнаночной за переднюю стеночку вяжем. Снова делаем накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Связали раппорт. Повторяем раппорт. Вяжем 2-й раппорт. А снова 3 изнаночные, накид, 3 вместе изнаночной за переднюю стенку, делаем накид, затем у нас идут 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, связали. И далее у нас идут 5 петель за раппортом, 1, 2, 3, вяжем изнаночные, делаем накид и 2 вместе изнаночные я вяжу за переднюю стенку. Это незначительно, не имеет значения. Так, связали. Сейчас у нас с вами будет 5-й ряд. В 5-м ряду с вами вяжем 5 петель перед раппортом. Первая идет у нас лицевая, накид, 3 лицевые, связали 5 петель перед раппортом, начинаем вязать раппорт. Смотрите, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, связали, опять 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, снова 3 лицевые, 1, 2, 3. Так, у нас с вами 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Далее вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид и снова 3 лицевые, 1, 2, 3, связали. И 6 петель за раппортом вяжем. Снова 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, кромочную вяжем изнаночную. 6-й ряд изнаночный. Читаем схему слева направо. Вяжем. Первые 2 изнаночные, 1, 2, накид, 2 изнаночные, 1, 2, 3 вместе изнаночные, меняем 1-й, 2-й петельки местами,
так, чтобы вторая была поверх первой. И вяжем их как 3 вместе изнаночные за переднюю стеночку. Так. Далее 2 изнаночные, накид, 3 изнаночные, накид, 2 изнаночные, 3 вместе изнаночной за переднюю стенку меняем с выделением центральной петли, да? Выделяем, так, ставим первую, вторую петельку, да, и вяжем 3 вместе изнаночные. Связали. Далее опять идут 2 изнаночные у нас, накид, 3 изнаночные, еще раз накид, 2 изнаночные, 3 петли вместе с выделением центральной петли. По лицу выделяется центральная петля. 3 петли вместе, изнаночные, естественно. Далее вяжем 2 изнаночные, накид, снова 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Седьмой ряд. Вяжем 5 петель перед раппортом. Первые 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид и еще 1 лицевая. Далее начинаем раппорт. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Далее лицевая, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая. Второй раппорт вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова лицевая, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, лицевая. И остались у нас с вами 6 петель за раппортом. Вяжем. Вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Далее идет лицевая, накид и 3 лицевые. 1, 2, 3. Кромочный вяжем изнаночный. У нас с вами 8 изнаночный ряд. На этом раппорт заканчивается узоры. Вяжем. Схему не забываем, читаем слева направо. Вяжем 6 петель перед раппортом, да? Значит, первые 4 изнаночные. Делаем накид. 3 вместе изнаночной за переднюю стенку. Меняем петельки местами. Вместе изнаночных делаем накид и вяжем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали 7 изнаночных. Делаем снова накид и 3 вместе изнаночные за переднюю стенку вяжем. Делаем накид и далее вяжем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова делаем накид, 3 вместе изнаночных с выделением центральной петли. Снова делаем накид и 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Кромочная тоже изнаночная. Связали с вами полный раппорт. Теперь наша задача с вами измерить плотность нашего полученного вязаного образца. Для этого сделаем влажную тепловую обработочку. У меня горячий пар. Воздействием вот так обдаем горячим паром наш образец. И теперь мы его хорошенько растянем в разные стороны. И резинку нашу тоже, чтобы это была никакая не резинка, а у нас ведь
будет вязаться целый джемпер этим узором. Так, как видите, одинаковая ширина у нас получается, что у узора, что у резинки. Так, ну все, сейчас он высохнет, наш образец. Мы померяем, сколько он будет сантиметров в ширину. Прикладываем линеечку. Так, у меня получается 18,5. Так, давайте в резиночке прикладывать. Тоже 18,5, девочки, все-таки. Итак, 33 петли я набирала. И мы делим на 18,5. Получаем плотность 1,78. Запишем. В 1 сантиметре 1,78 петель. Ну, пока так. Конечно, можно округлить, 1,8 написать. Теперь давайте с вами измеряем вертикальную плотность. Вот у меня узор. И связала я уже 3 раппорта в высоту. И померяем узор. Значит, вот у меня 11 сантиметров узор. То есть 3 раппорта в высоту по 8 рядов. Это 24 ряда. И 11 сантиметров. Давайте 24 ряда поделим на 11 сантиметров. Получим 2,18. Ну, давайте также округлим 2,2. Да, запишем в 1 сантиметре 2,2 ряда. Это по узорчику. А здесь еще у нас присутствует резиночка, которая будет тоже очень много у нас занимать вязаного полотна. Давайте ее плотность отдельно померяем. Итак, вот у меня 5 сантиметров. Еще разочек. Да, 5 сантиметров резиночка. Сейчас я посчитаю, сколько здесь рядов. Итак, в резиночке у меня 5 сантиметров. И я посчитала, у меня 12 рядов. То есть 12 рядов поделить на 5 сантиметров. Плотность будет 2,4 по резиночке. То есть я пишу, что в 1 сантиметре 2,4 ряда резинка. А это ажур. То есть у них разная плотность, отличается немножко. Так, и сейчас нам понадобится выкройка, чтобы составить описание. Выкройка у нас с вами будет составлена, значит, на размерчик, видите, 50. Это будет приблизительно 46 размер будет. Ну, судя по тому, как это сейчас очень широко все носится на девочках, можно на 44, да, посоветовать. Так, и давайте первое, что мы делаем, всегда определяемся с количеством петелек. Вот у нас ширина будет спинки и переда 50 сантиметров. Умножим на нашу плотность 1,78, ну, скажем так, 1,8 возьмем среднюю, да, получим 90 петель. Запишем. Это есть 90 петель. Теперь смотрим. Раппорт узора составляет 10 петель. Ну, то есть это 9 раппортов у нас будет с вами получаться. Плюс 1 петля для симметрии. Плюс кромочные 2. Итого будем набирать 93 петли. Вяжем, вяжем, вяжем. Теперь, что касается глубины проймы. Смотрите, 6 сантиметров. Давайте узнаем, сколько на пройму у нас придется петель. 6 на 1,8 плотность. Получим 11 петель. 11 петель будем убавлять в пройме. Сколько придется у нас с вами на горловину и на плечо, тоже надо посчитать. Значит, горловина 18 сантиметров. Умножить все это дело на 1,8 плотность. Это получится 32 ряда. Ой, 32 петли. Это все пока такие, девочки, черновые варианты, скажем так. Сейчас более детально пересчитаем. И плечо 10. 10 умножить на 1,8 плотность, 18 петель. А теперь вот про, значит, так, контрольный, как говорится, расчет делаем. Смотрите, наши 93 петли.
который мы будем набирать, вычитаем. Пройма у нас их 2, по 2, это 22 петли, да? Минус 2 плеча по 18 петель, это 36, да? И получается на горловину у нас 35 петелек, а не 32. Исправляем. 35 петелек получилось на вырез горловины. Так, по рукавчику давайте посмотрим. Смотрите, у нас здесь 13,5, то есть это 27, но очень, конечно, резиночку мы наберем с вами. Обычно набирает, ну, давайте 44 петли, да? А по узору сейчас нам надо обязательно подогнать под наш раппорт. У нас ажурный рукав, весь ажурным узором вяжется. Поэтому, значит, 26 сантиметров умножить на 1,8 плотность, это будет, смотрите, ну, 47, да, 47 петель. Так, 47 петель. Ну, как бы, скажем так, ни туда, ни сюда. Нам надо с вами 53 петли. Понимаете, почему, да? 5 полных раппортов, 1 петля для симметрии и 2 петли кромочные, да? Поэтому пишем 53 петли. 53 петли у нас будет с вами по низу рукавчика и в самой широкой части. Давайте тоже посчитаем. Смотрите, перед тем, как вязать окат, у нас будет 35 сантиметров. Самая широкая часть рукавчика. 35 умножить на плотность 1,8. Это, девочки, 63 петли. Запишем. Здесь будет вот, перед тем, как вязать окат, у нас будет 63 петли должно быть. Мы будем прибавлять с вами 10 петель всего. То есть 5 петель справа, 5 петель слева. Их надо прибавлять через равные промежутки. То есть через равное расстояние. Как это сделать? Смотрите, у нас с вами 39 сантиметров высота от планки до оката. Переведем все это в ряды. Для этого воспользуемся нашей плотностью. Плотность ажурного узора 2,2 в 1 сантиметре. То есть 39 умножим на 2,2 плотность. Получим 86 рядов. Я записываю 39 сантиметров, это 86 рядов. И теперь наши 5 петелек вот, будем делить. 86 рядов делим на 5 петелек. В каждом 17 ряду делаем прибавку. Вот так считается скос. В каждом 17 ряду будем делать прибавку. Да? И через 86 рядов от планки приступаем к вязанию оката рукавчика. Окат будем делать по выкройке в натуральную величину. Что касается длины изделия, тоже, девочки, обязательно руководствуйтесь вертикальной плотностью. Вот смотрите, у нас с вами, значит, 36 сантиметров от от планки до проймы, 36, да? Давайте тоже это все в ряды переведем. 36 сантиметров умножить на, здесь у нас будет резиночка, да? А резиночка у нас 2,4 плотность. Это будет 86 рядов резиночки вы свяжете, девочки. 86 рядов. И только после этого будете приступать к вязанию проймы. Теперь, что касается самого нашего ажурного узора. Хотела бы заострить внимание на нашем V-образном вот этом скосе, когда мы будем с вами по переду вязать ажурный узор, переходить. Да? Начинаем с центральной петли, девочки, и частота прибавок у нас, то есть перехода на наш ажурный узор, от резинки на ажурный узор, мы от центральной петли будем постоянно прибавлять по одной петле справа, по одной петле слева. Сейчас я принесу схему, я ее изобразила. Вот такая у меня получилась схема этого ажурного узора, его перехода, да, в таком вот V-образном состоянии. И как видите, действительно, частота идет у нас
перехода в каждом ряду. Видите? То есть идет и в лицевом, и в изнаночном ряду вот такие вот. Вот таким образом, девочки, с центральной петли начинаем, да, вяжем 3 вместе лицевой и с двух сторон по накиду делаем. И далее вяжем по узору. Вот таким образом. Я, конечно, это все не пробовала вязать, но чисто теоретически это, конечно, вот именно так должно выглядеть. А здесь, соответственно, идет резинка, да, резинка. Вот. И она у нас замещается вот этим узором. То есть в каждом ряду идет замещение петель. И вот такой вот V-образное расширение. Да? Заострить внимание, на какой высоте мы будем начинать с вами по переду вот эту красоту вязать, ажурный узор. Да? Я предлагаю 29 сантиметров. Почему предлагаю? Давайте сейчас посчитаем высота, то есть скос вот этот. Если мы знаем, что в каждом ряду у нас делается замещение, да, то есть ажурный узор расширяется по 2 петли, да, как бы справа и слева симметрично, то получается вот здесь в рукавчике у нас 71 петля, то есть ширина переда будет 71 петля. После того, как мы пройму избавимся, вот 11 петель справа, 11 петель слева, да, получается 71 петля. Одна идет центральная, да. Получается, что 35 петель у нас будет с вами на всем протяжении прибавиться. Справа 35 петель в узор включится слева, да, то есть я имею в виду не прибавится, а включится в узор. Так, и в итоге нас интересует высота этого скоса, то есть вот эта величина, конкретно вот эта величина, да. И смотрите, как я это буду сделать. С применением плотности сделаем, да. Помните, у нас плотность по узору в 1 сантиметре 2,2 ряда. У нас с вами 35 петель включается в узор, то есть я 35 поделю на 2 и 2, получим сантиметры. То есть, девочки, это приблизительно будет 16 сантиметров высота. 16 сантиметров. И смотрим, если от планки делаем 20, на высоте 29, начинаем вязать ажурный узор, да, то прибавляем еще 16. То есть 29 плюс 16, сейчас я скажу вам, 29 плюс 16, это будет общая высота 45 сантиметров. То есть от планки до вот этой величины будет 45 сантиметров. Да? Из 45 отнимем 36. Из 45 отнимем 36, это будет 9 сантиметров. То есть 9 сантиметров у нас еще по рукаву это затронет, высоту. И получается в середине рукавчика, тут немножко схематично неверно изображено, это будет вот так. На самом деле идет скос более такой вот он, более острым углом, да, то есть где-то в середине рукавчика. Поэтому, если вас это не устраивает и вы хотите пониже, делайте не 20, давайте сделаем не 29, 27, и тогда здесь увеличивается на 2 сантиметра. Ну, нормально, вот так сделаем. Высота будет от планки до начала ажурного узора в моем описании 27 сантиметров. Придем к такому варианту. То есть 27 плюс 16, это будет, сейчас скажу, 27 плюс 16, высота узора, так, 43 будет вот здесь, 43, да? То есть на 2 сантиметра уменьшается, здесь будет не 9, а 7. Вот такой расклад, девочки, получается. От рукава, от проймы 7 сантиметров, и здесь уже будет полностью идти весь ажур. Вот в этой части, да. Ну, а вот эта линия, это у меня по спинке начинается ажурный узор. Там V-образный вот этот вариант не нужно делать. Он сразу сменяется, резиночка сменяется сразу, как вот здесь мы с вами в образце вязали, сразу идет ажурный узор красивый. Так, ну я надеюсь, все я вам объяснила. Описание будет под видео. И до новых встреч, мои хорошие. Остаемся на связи.